И всем привет, друзья, с вами снова Макс, и сегодня, ребят, вы попали на очередной видос по обновлению по игре Brawl Stars. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим все максимально топовые темы, которые касаются недавно вышедшего Бравл Толка от разработчиков Бравла. Поговорим, когда же все-таки нам разработчики смогут добавить это обновление, то есть обсудим именно точную дату обновы, обсудим, какие еще дополнительные подарки вы не заметили в самом по себе Бравл Толке, какие вещи нам скрыли разработчики, а также и что за странные вещи вместе с пасхалками нам были отображены в данном Бравл Толке, но очень маленькое количество людей заметило это, и обсудим дополнительные сливы обновления 12 сезона Бравл Пасса. В видео будет очень много полезных, а также интересных вещей, поэтому усаживайтесь поудобнее, смотрите данный познавательный ролик до конца, чтобы быть в курсе всего, что у нас будет в обновлении 12 сезона. А также подписывайтесь на мой канал с колокольчиком и ставьте лайк, и первая цифра вашего лайка именно под этим видео покажет того бравлера, который появится на вашем аккаунте спустя 2 дня после просмотра сегодняшнего ролика. Еще под предыдущим видео много моих зрителей уже выполнили все эти действия и получили новых бравлеров себе на аккаунты, поэтому если вы хотите также лайк, подписка, колокольчик, ну и не забывайте писать в комментариях, какого именно бравлера вам не хватает, и совсем скоро этот боец появится на вашем аккаунте. Ну а мы переходим к новостям. Ну и прежде всего, по традиции, давайте подведем итоги моего розыгрыша на 170 гемов, которые я провожу в каждом своем ролике. Комментарий победителя по тайм-кодам вы можете заметить прямо сейчас на ваших экранах. Напиши мне в любую из социальных сетей по ссылочкам из описания этого ролика, чтобы я тебе реально выдал приз. Друзья, но если вы тоже хотите поучаствовать в розыгрыше 170 кристаллов абсолютно бесплатно на ваш аккаунт, все, что нужно сделать, это выполнить несколько действий. Первым делом это проверить, подписаны ли вы на мой канал с колокольчиком, также поставить лайк под данный видос и написать в комментариях 3 тайм-кодика, когда вы увидели 3 вот такие вот скрытые картинки, которые я спрятал по всему видео. Условия максимально легкие, поэтому я вам советую досматривать ролик до самого конца, чтобы обязательно найти все 3 скрытые картинки. Ну и первым делом хотел бы, друзья, вам сегодня рассказать непосредственно по поводу тех новостей, а также и скрытых вещей, как я вам об этом уже говорил ранее, которые мы с вами сумели заметить в данном сегодняшнем Бравл Толке. Почему я сказал сегодняшнем Бравл Толке, по поводу данной темы вы поймете, в общем-то, друзья, немножко позже и далее в ролике, ну а пока что давайте перейдем к интересным вещам. Первым делом хотел бы, друзья, обсудить все те скины, которые нам показали разработчики в этом же Бравл Толке. Как вы понимаете, в конце Бравл Толка они нам отобразили вот такие вот золотые скины. Соответственно, это, друзья, у нас Белль, Эш, Лола вместе с Мэг, а также и Бравлером Сту. И, соответственно, как вы понимаете, эти 5 скинов у нас также получат и серебряные скины. Я думаю, что с этими ценами все максимально, в общем-то, понятно и простенько, поэтому мы здесь останавливаться не будем. Следующий скин это у нас Байкер Карл. Он у нас будет доступен на первом уровне Бравл Пасса. Вот такая вот Валькирия Джанет у нас будет доступна на 70 уровне Бравл Пасса 12 сезона. Далее мы с вами переходим к вот такому вот Дэрилу. С ним все тоже понятно. Это, по идее, что скин силовой лиги. Ну а теперь же у нас остается вот такая вот Тара. То есть, друзья, она будет у нас доступна прямо-таки как какое-то определенное лунное событие от разработчиков, которое будет у нас происходить уже в этом обновлении в мае. И судя по тем эффектам, которые нам там показали разработчики, данный скин будет стоить целых, друзья, 149 кристаллов. Впрочем, как и остальные скины, тоже, друзья, из этого лунного события. Например, друзья, лампа Сэнди. Как вы понимаете, данная тема у нас друг с другом, конечно же, связана. Далее мы с вами переходим к Даруме Мистеру Пи. И этот, в общем-то, скин нам будет действовать посреди, друзья, данной золотой недели. То есть это будет определенного рода золотая неделя подарков, которую, как вы понимаете, разработчики нам уже небольшим образом анонсировали. И мнения ютуберов по этому поводу расходятся. Кто-то говорит, что нам будут дарить именно этот скин вместе с самым по себе, друзья, Мистером Пи абсолютно бесплатно в течение золотой недели подарков. Ну а кто-то говорит, что данный скин можно будет приобрести за 79 гемов. В принципе, рассказываю вам 2 точки зрения. Далее у нас идет следующий скин, который, в общем-то, будут доступны в течение 12 сезона Бравл Пасса. Это вот такой вот Monster Truck Mag. Здесь все понятно. Он будет стоить 79 гемов. А также и вот такой вот, друзья, Спайк. Что касается Спайка, то здесь у нас 100% будет 79 гемов. Но, как вы понимаете, возможно, есть вероятность того, что разработчики смогут, в общем-то, данный скин на Мэг продавать и за 149 гемов. Но, как вы понимаете, видимых никаких эффектов достаточно больших здесь не наблюдается. Следующие скины, которые у нас, друзья, будут доступны как определенная часть какого-то события, это Overlord Байрон. Вот такая вот, друзья, в общем-то, Лола. И вместе с новым персонажем Бонни. Судя по тем сливам, которые мне предоставили, сами по себе скины у нас являются достаточно интересными, но стоить они будут, друзья, каждый по 79 кристаллов. Либо же есть также существует, друзья, у нас второй
вариант развития событий, что разработчики смогут данные, в общем-то, все скины, именно все, разыграть в определенном испытании, как они нам, в общем-то, поведали об этом в самом по себе Бравл Толке. И, конечно же, данный скин вместе с определенным, друзья, значком, а также иконкой можно будет получить абсолютно бесплатным, тем самым сэкономив около 240 гемов. Ну и многих, наверное, интересует, какой же мы с вами скин сможем получить именно в этом сезоне клубной, конечно же, друзья, у нас лиги. Как вы понимаете, буквально каждый практически сезон нам разработчики показывали что-то новенькое, и, соответственно, в этом обновлении никакого нового скина у нас не будет. То есть, друзья, во-первых, нужно обозначить данную тему таковым вот образом, что разработчики ничего не подготовили. То есть, это по идее, что, друзья, вроде бы с одной стороны их недоработка, но с другой стороны это нам дает понятие того, что, возможно, уже в мае будет следующая обнова. То есть, по идее, что какая-то мид-сезонная, в которой разработчики и смогут показать новенький скин для клубной лиги. То есть, как вы понимаете, следующая обнова не выйдет, друзья, в июне, как планировалось, а должна будет выйти уже совсем скоро, безусловно, где-то в 20-х числах месяца мая. Плюсом ко всему, теперь же, друзья, мы с вами переходим к остальным сливам, которые нам тоже показали разработчики. И, во-первых, друзья, нужно было бы обязательно обсудить с вами вот такую вот тему, которая у нас касается данных квестов. Как вы понимаете, я вам их уже показывал буквально в каждом своем ролике перед тем, как у нас вышел Бравл Толк. И, безусловно, были определенного рода квесты, прямо-таки на кристаллы. Нам разработчики так и сказали, что можно будет выполнять квесты на старпоинты, на золото, а также и на остальные какие-то вещи. То есть, как вы понимаете, друзья, в этот список потенциально могут входить и гемы, и, безусловно, данный скриншот тоже может оказаться правдой. Плюсом ко всему, из тех вещей, которые вы, возможно, не заметили, у нас являются, друзья, вот такие вот дефолтные пины, которые уже получат определенную анимацию. То есть, это по идее, что вот такой вот, друзья, у нас пин радостный, пин злости, а также и пин грустный. Все они получат определенную анимацию, а также вместе с тем анимация будет добавлена и для остальных пинов, которые тоже можно будет использовать в реальном бою. Не только, друзья, в лобби Бравла. Плюсом ко всему, что у нас также касается некоторого рода сливов, которые вы не заметили, так здесь вот, друзья, у нас нам разработчики показали вот такую вот иконку, то есть это пассивка Бравлера Джанет. На данный момент времени достаточно тяжело предсказать, что же за пассивка будет добавлена, но все-таки, друзья, если у вас есть какие-то предположения по поводу именно этой пассивки на Бравлера Джанет, то напишите их обязательно в комментариях. Хотя я думаю, что это не так важно, поскольку совсем скоро уже у нас будут, друзья, помимо даты обновления, также и определенного рода сникпики. Ну и следующий интересный факт, либо же, друзья, вот такой вот кадр, который находится на ваших экранах, заключается в том, что здесь разработчики с одной стороны нам показали обычные иконки профиля в самом по себе магазине, который можно будет приобрести за 19 кристаллов, ну а также нам вот здесь вот в нижнем правом углу отобразили вот такую вот специальную акцию, которая, с одной стороны, вы можете подумать, что является вот такой вот акцией на бесплатный, в общем-то, скин на Бравлера Шелли, то есть бандитка Шелли, но все же, друзья, это не так, это какой-то обычный подарок в виде дополнительных, по идее, что иконок для абсолютно каждого игрока. И прямо сейчас вот такая вот тема была спалена разработчиками в самом по себе Бравл Толке. Плюсом ко всему нам также разработчики спалили два вот таких вот пина. Один, друзья, данный, по идее, что у нас веселый пин с лапшой, ну а второй злой пин с лапшой. Ну а также, что касается у нас, конечно же, дополнительных сливов, именно тех гаджетов, которые нам отобразили разработчики, прямо сейчас они находятся на ваших экранах. Амбер нам наносит 1500 урона ближайшим целям именно в каком-то круговом диапазоне. Мэг создает определенного рода бустер типа как у нас есть наподобие с 8 битом, ну а плюсом ко всему Джеки у нас строит дополнительные стены. Это лишь малая часть того, что мы с вами успели заметить в самом по себе Бравл Толке, ну и плюсом ко всему разработчики нам сумели спалить, друзья, музыку 12 сезона Бравл Пасса, которая будет доступна в лобби.
Прямо сейчас вы прослушали отрывок из этой мелодии, но, друзья, полную прямо-таки композицию вы сможете прослушать у меня в телеграм-канале. Прямо сейчас переходите по ссылке в закрепленном комментарии и, безусловно, там будет целых 2 минуты отборной музыки 12 сезона Бравл Пасса от разработчиков Supercell. Я надеюсь, что вы также подписались, поскольку там будет еще больше интересных, а также и отборных новостей, которых вы сможете увидеть, друзья, одними из первых. Теперь хотел бы, безусловно, затронуть тему подарков и плюсом ко всему, друзья, обсудить, что же за подарки нам будут добавлены от разработчиков, какой вид этих подарков будет для обычных игроков, а также и для игроков, которые уже скачивали Бравл ранее. Ну и плюсом ко всему затронем тему даты обновы. Первым делом рассмотрим подарки. Прямо сейчас на ваших экранах находится вот такой вот скриншот, и, безусловно, здесь можно будет заметить не только, друзья, Дэрила Пенни, а также и остальные подарки, которые нам показывали разработчики в Бравл Толке, но плюсом ко всему и вот такого вот нового бравлера, которого тоже показали в Бравл Толке, то есть, как вы понимаете, Жанет. Сам по себе скриншотик у нас является, по идее, что, друзья, во-первых, недостоверным, с одной стороны, но с другой стороны, именно Фрэнк нам, то есть гейм-лидер Бравл Старса, у себя в Твиттере отобразил, что все подарки, которые нам показывали в самом по себе Бравл Толке, разработчики планируют добавить только для новых игроков, то есть, которые скачают Бравл Старс после 2 мая. Соответственно, большое количество людей из комьюнити Бравла выдвинуло такую теорию, что если данные подарки будут нам разработчики показывать только для тех игроков, кто скачает Бравл позже, чем 2 мая, то дополнительные подарки будут в себя включать данного бравлера именно, друзья, Жанет, именно для тех игроков, кто у нас уже скачал сам по себе Бравл ранее. То есть данные подарки, которые вы видите в правой части экрана, они будут недоступны, ну а сам по себе новенький бравлер, друзья, у нас будет абсолютно бесплатным. Опровергнуть либо же подтвердить данную тему я не могу, прямо сейчас я вам рассказал именно ту теорию, которая у нас гуляет по интернету, и, соответственно, поделился ею с вами. Ну а ваше мнение, конечно же, жду в комментариях, обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу, как мы сможем получить эти подарки и получим ли вообще. Лично я думаю, что по идее нам разработчики должны будут подарить какие-то подарки и не оставить нас без единых, друзья, гифтов, прямо-таки на золотую неделю подарков, а также и на лунные какие-то праздники дополнительные, о которых нам, в общем-то, упоминали в данном Бравл Толке. Ну и теперь у нас осталась, друзья, информация, которая касается точной даты обновления, когда же у нас все это дело произойдет и что еще ждать от разработчиков Бравла. Не хочу растягивать надолго данную тему, поэтому скажу прямо-таки, друзья, и сразу, что разработчики, если нам сегодня не покажут никакие сникпики, то есть 24 апреля, а по идее, что так оно и будет, поскольку сникпики начинаются непосредственно с понедельника, то есть, друзья, как вы понимаете, Бравл Толк в субботу, ну а сникпики уже в понедельник, то у нас всего будет 2 или 3 сникпика, и, соответственно, если нам разработчики показывают 2 сникпика, то обновление будет уже в среду, то есть, как вы понимаете, друзья, 27 апреля. Но если же разработчики показывают 3 сникпика, то обнова будет доступна 28 апреля, безусловно, в четверг. Чего мы все с вами и ожидаем, и, конечно же, ждем дальнейших сникпиков, а также и пасхалок. На этом ролик подошел к концу, у меня на сегодня все. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, не забывайте про мой телеграм-канал. Всем удачи и всем пока.